Давайте попробуем нарисовать портрет путинского человека-системы. Какой он? Как мне кажется, обязательно лысоватый. В крайнем случае, коротко стриженный. Полный, но не слишком. Рост обычный, но лучше чуть ниже. Года средние, но ближе к пожилым, наверное. Костюм дорогой, но выглядит как дешевый. Как, похож? Можно смело сажать такого в кресло. Некоторым, конечно, можно прорисовать еще и усы, и бороду, и галстук тоже иногда у них бывает бордовый. И даже худые встречаются. Но главной отличительной чертой в этом портрете и одновременно неотличимой будет черно-белость и такая даже безликость. Полицейские говорят в таких случаях без особых примет. А теперь посмотрите вот на этого мужчину. Кажется, что его, Константина Львовича Эрнста, гендиректора Первого канала, все 25 долгих путинских лет легче представить как раз по другую сторону. Так сильно он отличается от остальных. Что и говорить, сам Эрнст в одном из своих первых интервью шутил, что у него слишком длинные волосы для такой должности. И вообще он не любитель оббивать пороги кремлевских кабинетов. Многие критики власти долгое время считали его своим, несмотря ни на что. По крайней мере, до начала полномасштабного вторжения в Украину. И вот Эрнст казался таким Северусом Снейпом, который служит самому Волан-де-Морту, чтобы в решающий момент сбросить мантию и ослепить нас белизной доспеха. Но все решающие моменты давно прошли, а Эрнст так и остается у руля одной из самых разрушительных пропагандистских машин за всю историю человечества. Вы смотрите «Разборы», на канале «Продолжение следует». Меня зовут Павел Коныгин, и сегодня мы поговорим о враге, которого многие хотели бы видеть своим союзником, о самом чужом среди своих – Константине Эрнсте. Поставьте лайк и, пожалуйста, поделитесь этим видео. Обязательно установите VPN, он пригодится, когда YouTube в России заблокируют. И если вам покажется, что всюду сплошной Первый канал, то заходите к нам на страницу и просто почитайте комментарии под любым видео. Вы увидите, как нас много, людей, кого не берет пропаганда. И вместе мы не одиноки. Константин Эрнст родился в 1961 году, и сейчас ему 63 года. Он младше Путина на 9 лет, но на больших должностях они ровесники с разницей всего в 2 месяца. Эрнст был назначен гендиром главного канала страны в октябре 1999 года, а 31 декабря того же года Путин стал главой правительства. Отец медиаменеджера – выдающийся ученый-биолог Лев Константинович Эрнст. И сам Константин тоже начинал с науки. В 25 защитил кандидатскую. Но если серьезно, то к экспериментам в области биохимии после защиты кандидатской Эрнст не возвращался. И дальнейшие опыты проводились совсем в другой плоскости и совершенно иных масштабах. Как рассказывал сам Эрнст, он отказался от стажировки в Кембридже, чтобы воплотить свою детскую мечту – стать режиссером игрового кино. Попробовал даже поступить во ВГИК, но не прошел отбор к набиравшему тогда курс Ролану Быкову. От идеи, правда, так и не отказался, и в 1988 году вступил в творческое объединение «Видеофильм». Посмотрите отрывок из клипа, а главное, послушайте текст на песню группы «Алиса Аэробика». Режиссер Константин Эрнст. Не слышим приказов, нас уже почти невозможно спасти. Мы уже почти вышли на трассу, но только почти. Символами того перестроечного «почти», о котором поет Кинчев, были не только рок-музыканты вроде него самого, Цоя или Гребенщикова, о концерте которого, кстати, Эрнст снял в тот период целый документальный фильм. Свои рок-звезды появились и на ТВ. Легендарный взгляд с Владиславом Листьевым, Александром Любимовым и Евгением Додолевым. Последний познакомил Эрнста с командой, частью которой тот стал практически сразу. К 1991 году команда «Взгляда» начала понемногу распадаться, и каждый ушел в свой проект. Эрнст запустил программу «Матадор» о культуре, кинематографе и моде. Программа эстетская по форме и по содержанию. Образ ведущего соответствовал ее характеру. Слегка демонический, строгий, холодный интеллектуал, действительно похожий на Северуса Снейпа, которого только предстоит придумать еще Джоан Роулинг. 1995 год. Президент Ельцин подписывает указ о создании общественного российского телевидения, которое придет на смену Первому каналу. Гендиректором назначен Владислав Листьев, фронтмен «Взгляда» и самый популярный ведущий страны. Но 1 марта того же года Листьева убивают в подъезде собственного дома. Преступление до сих пор не раскрыто. Сразу после похорон одиозный олигарх Борис Березовский, благодаря которому ОРТ в свое время и стал возможен, и который определял не только политику канала, но и во многом всей страны, предложил место гендиректору Эрнсту. Но тот отказался. «Совершенно не хочу быть начальником и вообще оказался на телевидении случайно, по пути в кино», — сказал Эрнст. Но уже через несколько месяцев Эрнст все же принимает предложение Березовского. Правда, становится тогда не директором, а генеральным продюсером канала. Мечты о кино пришлось отложить еще на какое-то время.
ОРТ официально запустили 1 апреля 1995 года. В то дикое время в России вовсю делили собственность, а медиа называли четвертой властью. Бандиты размещали рекламу в эфирах, а владельцы каналов дрались за влияние на руководство страны и формировали настроение россиян. Именно тогда телеканалы становились оружием массового поражения. И даже в буквальном смысле. Писали, что в телецентре Останкино в приемной зампреда ОРТ Бадри Петракацишвили охрана была вооружена даже пулеметом. Это было время огромных возможностей и лихих денег. Но на ОРТ их тратили со вкусом. В день официального запуска ОРТ была премьера первого короткого метра из цикла «Русский проект». Это была серия социальных роликов о самом важном. «Береги любовь», «Помни близких», ну и так далее. В роликах принимали участие все звезды того времени: Табаков, Ефремов, Кикабидзе, Русланова. Да и многие нынешние выстрелили благодаря проекту. Гришаева, Кравченко, Машков. И вот отрывок из моего любимого ролика. Дим, ты не пишешь, почему? Может, случилось чего, а? У нас дождей нынче совсем не было. Скоро картошку копать будем. Димка, ты слышишь, мать-то? Дима! Дима! Ну хоть бы рукой махнул матери! Дима, поможи рукой маме! Дима, помаши маме! Дима, помаши маме! Дима, помаши маме! Ну классно же получилось, правда? Те, кто не застал 90-е, поверьте, тогда это смотрелось не менее лампово, чем сейчас. Хоть и слова такого еще не было, но вот играть в этот жанр Эрнст умел всегда. Растрогать, прослезить, умилить, поговорить со зрителем о самых простых, но важных вещах на самом доступном ему языке. И вот еще один проект того же периода, который они придумали вместе с Леонидом Парфеновым. Ностальгические, старые песни о главном. Фильм-мюзикл, который впервые вышел в том же 95-м году в новогоднюю ночь. Идея была проста до банальности. Современные звезды перепевали советские хиты. Но из старых, типа Льва Лещенко, у которых в тот период сложилась некоторая карьерная неопределенность, этим фильмом вернули в обойму. И вот так Эрнст и Парфенов ввели моду на ретро, которая приросла в нашей стране намертво и с годами превратилась в государственную идеологию. Талант Эрнста делать любой продукт теплым и уютным сильно полюбился Кремлю. Неизвестно с какого конкретно года, но вот Эрнст стал режиссировать ежегодные новогодние обращения президента. И вот в 99 году, например, он был одним из первых, кто узнал об отречении Ельцина, когда получил на руки копию текста президентского обращения с этими знаменитыми словами «Я ухожу». В тот же день, 31 декабря, он с группой экстренно записал еще одно видеообращение. Позже в одном из своих интервью Березовский, который, в общем-то, лично слепил их обоих, и Эрнста, и Путина, говорил, что всегда симпатизировал Эрнсту, который был и хорошо образован, и творчески одарен, и организаторские способности имел неплохие. Но, как показали дальнейшие события, у него нет никакой политической позиции. Это было бы хорошо в условиях стабильной демократии, но абсолютно опасно в условиях перехода к тоталитарному режиму. Цитирую я Березовского. Итак, Ельцин уходит, объявляются досрочные выборы. Первый канал, как и многие другие медиа, получает отмашку привести Путина к победе. Эрнст, напомню, только за 2 месяца до отречения получает должность генерального директора. И вот интересно, с каждым новым назначением Константину Львовичу приходилось проходить этот сложный челлендж. В 1996 году каналу пришлось вытаскивать на выборах самого Ельцина, а вот в 2000-м его преемника. Но в этот раз задача стояла более творческая, как раз для Эрнста. Не только изобрести из воздуха никому неизвестного службиста, но и сделать его фаворитом. Как Путина приводили к власти и какую роль в этом сыграли медиа, в том числе и Эрнст с ОРТ, тема для отдельного разбора. Скажем только, что Константин Львович справился с задачей на отлично. Выполнив самую трудную миссию, Эрнст тут же бросается исполнять следующую. «Мы вместе найдем новую интонацию», — говорил он в одном из интервью о том, каким голосом будет говорить власти главный канал страны с населением. Первые идеи коснулись инаугурации. Из холодного Кремлевского дворца церемонию переносят в Андреевский зал. Говорят, это придумал Эрнст. Нужно было утеплить образ, но одновременно придать мероприятию масштабности. Это еще одна слабость Эрнста. Больше монархии, меньше конституционности. Тогда Эрнст еще не знал, что образ этой власти ему придется обелять гораздо чаще, чем совершенствовать. Друзья, важное отступление. Кремль продолжает усложнять жизнь независимым медиа, которых он считает иностранными агентами. То есть тех, кто говорит правду. И вот недавно власти запретили рекламодателям размещать в независимых медиа рекламу.
Таким образом, нам в продолжении следуют, затыкают рты и делают все, чтобы свободная журналистика лишилась независимого дохода. Этот запрет ставит под удар наши медиа, потому что реклама была существенным доходом, который давал нам возможность работать для вас, чтобы мы получали новости и аналитику и знали, что в реальности происходит в стране и мире. Продолжение следует — это команда из 15 профессионалов. Это продюсеры, это редакторы, фактчекеры, монтажеры, конечно, специалисты по саунд и моушн дизайну. И мы не хотим ни останавливаться, ни сдаваться. И вы, наши любимые зрители, можете нам в этом помочь. Я приглашаю вас подписаться на наши платные платформы. Например, закрытый телеграм-канал или платный инстаграм, Бусти или Patreon. Там мы выкладываем эксклюзивный контент, закрытые разборы на острые темы, бэкстейдж наших съемок, ну и, конечно, личные истории и многое другое. Инструкцию, как оформить подписку, ищите в описании к этому видео. Диктатура делает все, чтобы нас уничтожить, но вместе с вами мы не одиноки, и вместе мы справимся точно. – 2000 год, август. Гибель 118 членов экипажа подлодки «Курск». На ОРТ выходит разгромный сюжет Сергея Доренко в объективе критика власти и лично Путина. Огромный скандал. Позже журналистка Арина Бородина на страницах «Коммерсанта» писала, что Эрнсту удалось переложить ответственность на сюжет себя на интригана Березовского. Сергей Доренко рассказывал, что якобы Путин позвонил на канал и заявил, что Первый канал нанял шлюх, которые выступили, чтобы дискредитировать его. Так вот, та же Бородина от своих источников узнала, что именно Эрнст в том же разговоре убедил Путина в том, что вдовы были якобы подставные. Но как бы то ни было, когда Березовского под давлением вынудили продать все акции ОРТ, на канале сменились все близкие ему менеджеры, то есть почти весь состав, кроме самого Эрнста. С сентября 2001 года в совет директоров канала входят исключительно представители власти. А в 2002 году общественное российское телевидение окончательно перестает быть общественным. В частности, возвращает старое название «Первый канал» по инициативе того же Эрнста. Урок с Курском Эрнст усвоил на отлично. И вот 2004 год, сентябрь. Террористы захватили школу в Беслане. Убиты 334 человека. Иностранные телеканалы ведут прямую трансляцию все эти дни. А в день штурма Первый канал включается только через час после его начала. Мямлит что-то про несколько десятков пострадавших насмерть и продолжает обычную сетку, а в ней бразильский сериал «Женщины в любви». А вот 2014 год, июль. В небе над Донбассом сбит малазийский Боинг. Ракеты выпущены российским БУКом. 298 погибших, и 80 из них – дети. Первый канал на перегонки с другими чуть ли не каждый день выдвигает свои версии, одна бредовее другой. Были в числе прочих и версии о том, что Боинг сбит американским истребителем. Первый показал смонтированный наспех мультик, который должен был убедить зрителей в этой версии. В нем было подделано буквально все. И вот спустя 4 года Эрнст неожиданно принес извинения. Да, мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно. А вот Михаил Леонтьев, в чьей программе и была показана эта бредятина, утверждал, что все-таки нарочно. Мы с самого начала с Костей понимали, что это в какой-то степени интеллектуальная провокация, сказал Леонтьев. Так откуда же взялась эта репутация двойного агента, такого нашего человека в рядах власти? Но не только же из-за нестандартной прически. Несмотря на то, что долг зачастую обязывал Эрнста идти на сделки, и в том числе с самим собой, он старался никогда не забывать о своем альтер-эго, такого интеллектуала, синефила и матадора. Баловал и себя, и нас. Это днем у него на канале перемывали кости блудным мужьям, ставили припарки из баклажанов и врали о той или иной войне. Но вот ближе к полуночи наступало время ценителей. Вечерний Ургант, Голос, прожектор Пэрис Хилтон, Познер. Долгое время на Первом канале существовал даже отдельный канал «Городские пижоны». В рамках ночного эфира показывали классику мирового кинематографа и самые актуальные зарубежные сериалы. И вот как-то в свой день рождения Эрнст даже показал самому себе на своем же канале «Последнее танго в Париже» Бертолуччи. В общем, шарил как мог. Ну и плюс первый долгое время выгодно смотрелся на фоне главного своего конкурента, второй кнопки, то есть ВГТРК. Константин Эрнст с Олегом Добродеевым как бы делили полномочия. Если на втором противостояние с НАТО, лязг политических шоу и полная мобилизация, то вот первый обрабатывает другое, как будто бы полушарие. Там власть размножает амурских тигров, целует детей в пупок и поет Blueberry Hill. А
Вот вы знали, например, что ежегодные прямые линии с Путиным, где он спасает тех немногих, кто смог ему дозвониться, это тоже идея Эрнста. Но время пижонов давно прошло, как и время добрых царей. С 2014 года разница между каналами начала стираться, и сегодня ее просто нет. Программа «Время покажет», где ведущий обещает накормить гостя ведром говна, идет именно на канале утонченного противоречивого Эрнста. Хватит орать, а то сейчас накормлю. И вот последний раз Константину Львовичу по-настоящему дали простор как раз за несколько месяцев до катастрофы, аннексии Крыма и начала войны в Украине. Да, и это была церемония открытия Олимпиады в Сочи. Настоящий творческий триумф кремлевского креативщика. Тогда он сознательно отказался от балалаек и валенок. И вот Россия в представлении Эрнста – это страна с богатыми культурными традициями. Музыку в ней писали Чайковский и Рахманинов, литературой занимались Маяковский и Набоков, а живописью занимались Серов и Лентулов. Церемония, кстати, называлась «Сны о России». И вот неизвестно, какой именно подтекст закладывал Эрнст в это название. Но получилось, правда, многозначительно. Все достижения Эрнста последнего времени, согласитесь, выглядят как-то очень слабо, да и неуместно. Ну какие там съемки в космосе? Какой в этом может быть вообще вызов, когда Россия ведет самую большую войну в Европе с 1945 года? Ну или вот идея провести интервидение вместо Евровидения, которое Эрнст режиссировал в 2009 году. Даже новогоднее обращение отобрали, и вот Константин Львович с его опытом и умением делать качество никогда бы не обрезал массовки головы. Тут явно за визуал отвечали художники из какого-нибудь ФСО. Урганта, Нагиева и Галкина на первом нет и, видимо, больше не будет при Путине. Не осталось пространства ни для фиг в кармане, ни для итальянского неореализма, ни для хоть какого-то там нибудь вменяемого креатива. Главный талант Эрнста больше не востребован. Но все еще нужен другой. Талант на все соглашаться и искать всему оправдания. И вот им он владеет в полной мере. Вечный вопрос, курица или яйцо. И вот интересно, Путин повелевал смыслом и интонацией или лишь примерял образы, которые создавала ему свита? Я думаю, что на самом деле это взаимопроникающие процессы. Потому что в любом случае человеческий, миролюбивый образ, который предлагал Путину Эрнст, на самом деле никогда не был по-настоящему органичен этому президенту. И никогда на нем хорошо не сидел. В отличие от того, который создавали ему всякие там Киселевы и Соловьевы. Поэтому с 2014 года Путин все дальше от него отходит, а в 22-м окончательно отбрасывает за ненадобностью. И вот в этом, как мне кажется, Киселёв и Соловьёв оказались даже в чем-то честнее Эрнста, который, искренне или нет, на самом деле это даже уже не важно сейчас, долгое время выстраивал параллельную реальность, вводящую в заблуждение как россиян, так и весь остальной мир. Продолжение следует.